Рогалики это очень обобщенное, во многом потерявшее свою изначальную суть название, и в первую очередь всегда при упоминании о подобных играх приходит всегда, конечно же, Айзек, потому что именно он стал тем самым эталоном, который достиг успеха в глазах массовой аудитории. Была у Эдмонда и другая игра с гордым названием Eugenics, ролик о которой советую вам посмотреть, если вам понравится это видео. И что первая, что вторая игра, это действительно интересные рогалики, в которых тебе всегда интересно найти лазейки в системе, обойдя, ну может не предначертанные заранее пути, но во всяком случае какие-то шаблоны, по которым тебя будет вести игра. И вот как раз таки в том самом разборе Eugenics я спросил у вас, дорогих, любимых и вообще самых лучших в мире подписчиков, о том, какую еще игру вы бы хотели, чтобы я разобрал до каждой мелкой детали. Комментов собралось достаточно много, чтобы вообще не трогать свои идеи и просто залипать в предложенные вами игры. Однако путем разбора того, что именно я могу протестировать прямо сейчас и капельки рандома, победил вот этот комментарий от Pupka36, из ростра которого первой на мой стол упала Баллатра, с чем я его и поздравляю. Всем привет, у микрофона Трикстер. И что будет, если я вам скажу, что один из лучших рогаликов нынешнего времени сломан и посвящен покеру? Для начала, понять, чем же так хороша Баллатра, не объяснив хотя бы отчасти ее геймплей, это, пожалуй, невозможное занятие, ибо ее геймплей настолько разнообразен, что даже спустя 20 наигранных часов за неделю я все еще нахожусь под большим впечатлением. Вы игрок. У вас есть руки, обозначающие количество ходов. Есть сбросы, позволяющие взять и сбросить до 5 в своей основе карт обратно в колоду, достав случайные другие. Сами же карты здесь подобны обычным карточным колодам, как и в реальной жизни. Применять это все на практике предстоит в блайндах, раунды в которых игроку необходимо набрать определенное количество очков, в зависимости от сложности блайнда, которые дают вам эти самые карты. Очки можно приумножать, собирая покерные комбинации, опять же равнозначные тому, что известны любому, кто хоть раз играл в покер. Далее, в зависимости от сохраненных рук, размера блайнда и много чего еще, если долго играть, вы получаете деньги, на которые в перерыве между раундами можно закупиться. Самые дорогие блайнды это боссы, в которых обычно идет некий модификатор, изменяющий что-то в вашей игре или колоде. Кроме того, блайнды можно и пропускать, взамен получая некоторые интересные и порой полезные модификаторы. Однако при этом вы теряете возможность заработать, что критически важно в этой игре. И в целом, если описывать самую основу игры, то это самое главное. И в такой расстановке, когда вы играете по сути в сводного собрата Slay the Spire, все кажется не настолько трудным, и в целом, конечно, сыграв пару раз, как и любой рогалик, тем более карточный, это действительно становится легким в понимании. Но самое ключевое отличие, которое и делает из этой игры буквально ДНД от мира рогаликов, это 4 вида карт, доступные в магазине. Планеты, улучшающие базовые модификаторы выбранной покерной комбинации. Спектральные карты, изменяющие базовые правила игры. Карты Таро, которые чаще всего способны влиять на карты, изменяя или добавляя к ним свойства, либо вовсе добавлять новые карты, например, тех же планет. И самые главные, изменяющие всю суть игры, позволяющие блайндам со временем дорасти до безумных значений, это джокеры, которых в игре безумное количество. Больше 120 различных карт, способных изменять ваш геймплей как угодно, чаще всего и всегда влияя на очки. А еще в игре есть модификаторы самой карты, называемые выпуском или модификаторы масти карты, как, например, дикая карта. Кроме того, у колод могут быть разные цвета, разные сложности, и все это тоже влияет на каждый аспект вашего геймплея, позволяя собирать настолько большое количество комбинаций, насколько это вообще возможно. Здесь Баллатра постепенно начинает показывать свое настоящее лицо, потому что первые полчаса вы все еще воспринимаете ее как покер с бонусами. Кажется, что главное просто хорошо знать комбинации, иногда покупать сильные карты и все. Но проходит еще несколько партий и приходит понимание, что сам покер здесь существует скорее как язык, на котором игра разговаривает с игроком. Настоящие решения принимаются вовсе не на столе, а еще до начала раздачи. Какие джокеры оставить, какие карты убрать из колоды, какие комбинации вообще стоит развивать. Покер становится не целью, а инструментом, с помощью которого игра формирует твою личность на каждый отдельный заход. Именно таким, по сути, относительно простым, а для кого-то, кто играл в покер ранее, вовсе примитивным, может показаться эта игра. Однако на поверку о том, что здесь все легко, я с легкостью могу заявить, что каждая механика здесь сломана. Сломана не игроком, а разработчиком. В первую очередь, после многочисленных сыгранных мною блайндов, говоря про баланс игры, а вернее его отсутствие, мне вспоминается валюта. Баксы, голда, да в общем называйте как хотите, здесь максимально отдаляется от игрока, если тот не собирается ее пополнять. За что обычно отвечает валюта в рогаликах? Прежде всего, обычно это какой-то новый вид оружия, брони или любой другой баф, который вероятнее всего и выстраивает ваше билдостроение таким образом, чтобы игрок чувствовал себя в нем комфортно. За что отвечает валюта в играх подобных Баллатра, в карточных рогаликах?
Здесь уже валюта это не способ сделать свою игру, что очень важно, комфортной. Здесь это буквально созависимая величина от того, что вам предстоит проходить. Хотя, конечно, я совру, если скажу, что она совсем не влияет на то, насколько приятно вам будет играть. Нет, ни в коем случае спорить с тем, что без тех или иных закупов в Айзеке можно дойти как можно дальше, я спорить даже не собираюсь, поскольку там даже без покупок внутри прохождения тебе удается собрать какой-никакой билд по выпадающим предметам. Да и в целом это наглухо отбитое моментами комьюнити порой устраивает такие спидранные вещи, что диву даешься, вспоминая спидраны Майнкрафта. Но все-таки возвратившись обратно, в Баллатра деньги как таковые позволяют тебе организовывать свою игру таким образом, чтобы блайнды в принципе были проходимы. И в рамках такой игры разработчики, конечно, предусмотрительно сделали гарантированные награды за прохождение того или иного раунда. Но игроки в Баллатра прекрасно представляют, насколько билды, основанные не на закупах, и с ними отличаются по ходу прохождения. Ведь в тот момент, когда ты собираешь максимальное количество баксов, ты становишься гипотетически богом этой игры. Поскольку закуп карты и перезапуск магазина становится не проблемой, где тебе приходится выбирать, а буквально опцией, в рамках которой ты не должен упустить ничего. Подобный опыт игры для рогалика, тем более такого рода, не выглядит сломанным. Но что будет, если я вам скажу, что при соблюдении баланса карты, имея за пазухой хотя бы несколько золотых карт в колоде и одного или двух джокеров, приносящих тебе деньги за чуть ли не каждый твой ход, игра становится неинтересной до бесконечного режима. Когда у тебя, как у игрока, собирается подобный описанный мною билд, это уже не выглядит как понятный и приятный слом, о котором ты думаешь как о продуманной практике. Это выглядит как просто спам тебе всевозможными улучшениями, ровно до того момента, когда они перестанут иметь вес на Ань-то так 10. Самое интересное заключается еще и в том, что деньги здесь становятся отдельным ресурсом риска. Иногда гораздо выгоднее отказаться от сильной покупки сейчас ради накопления процентов к следующему магазину. Иногда наоборот, потратить абсолютно все, понимая, что без еще одного джокера следующий блайнд ты уже не переживешь. И подобные решения возникают практически постоянно. Ты буквально балансируешь между жадностью и выживанием, причем оба варианта могут оказаться правильными, если выбор будет сделан в нужное время в нужном месте, тем самым внося некоторую толику подчинения рандома в этой игре. Валюта здесь это одна из моих любимых частей, если связывать ее неотрывно с геймплеем, где ты улавливаешь баланс и с нужной периодичностью получаешь как легкие, так и сложные моменты. Но если мы говорим о валюте как об настройке, которая способна обломать тебе весь геймплей, то это уже не выглядит столь позитивным. Хотя, будучи справедливым по отношению к игре, я хочу сказать, что те самые джокеры, которые способны тебе приносить деньги за дополнительные выстроения в твоих ходах, порой занимают самое драгоценное место для других джокеров, завязанных на прохождении блайнда. И уже в таком билде золото становится непозволительной роскошью, что однако не ломает системы легких побед. Валюта в Баллатра это самый первый, но далеко не самый большой способ сломать эту игру, что вы очень быстро поймете, поиграв в игру хотя бы несколько часов. Сломанность игры определяет ее корм-механика. Если она поддается слому в своей основе, значит прицепом потащит за собой все остальные ключевые элементы игры. И в данном случае подобным примером служит система начисления очков. В целом, Баллатра никогда у меня не создавала ощущения нецелесообразной награды. Каждый выигранный блайнд всегда сопровождался выверенными покупками в магазине и попытками разыгрывать хорошие руки. И потому система очков в этой игре у меня не вызывала нареканий ровно до того момента, как я не прошел игру в первый раз. Именно тогда, когда моему уму впервые поддались первые 8 анты, игра обсыпала меня тонной достижений, я осознал, насколько в этой игре система подсчета развязывает тебе руки. К моему большому сожалению, такие билды, как вы видите, например, на этом футаже, с просто безумным количеством джокеров и карт в руке, я пока что не собирал ввиду не столь большой наигранности. Но я прекрасно понимаю, почему и зачем разработчики допустили подобное безумие. Именно этой системой Баллатра больше всего подсаживает тебя на игры, походящие скорее на азартные. Потому что именно когда ты как игрок начинаешь игру в одну калитку, где ты не борешься до последней руки, а буквально довершаешь все в один ход, тебе приходит осознание возможностей, которые тебе дает эта игра. Самое удивительное в этих цифрах заключается в том, что игра постепенно полностью меняет твое восприятие масштаба. В начале партии 1000 очков кажется огромным результатом. Потом ты начинаешь собирать десятки тысяч, затем миллионы, потом миллиарды. И в какой-то момент экран уже перестает помещать количество нулей. Любая другая игра давно потеряла бы ощущение прогрессии, но Баллатра каким-то образом заставляет каждую новую ступень ощущаться еще более значимой. В целом, это достаточно распространенная черта в роуглайках, когда тебе сыпят на экран цифрами и информацией, которая в один момент перестает существовать в какой-то траектории. И поэтому Баллатра в этой своей части не становится уникальной игрой для жанра. Но мне поистине нравится то, как именно здесь система подбора очков, которая лежит в своей основе, полностью и бесповоротно отдана во власть игроку, что делает из нее воистину великое безумие, в рамках которого тебе становится весело и периодически в попытке угнаться за большим количеством очков трудно играть в эту игру.
Однако, даже в рамках такой системы Баллатра не была лишена одного критического минуса, который, как по мне, периодически способен слишком сильно упростить понимание геймплея. Имею в виду я под этим то, что вся система, которая на первый взгляд позволяет подстраиваться под любую ситуацию, в итоге все равно все сводит к однообразной прокачке одной или двух комбинаций. И если вдруг босс Блайн отрубает возможность адекватно их применять, а у вас в руке не завалялось Джокера, отключающего способности Блайнда, то получается неприятная ситуация, когда твой билд просто-напросто не будет способен выжить на более поздних анте. Можно ли было это пофиксить? Ну, вероятнее всего, добавление большего количества зависимостей и добавление условно-бесплатного или за малую цену перезапуска босс-блайнда могло бы решить данную проблему. Однако, как мне кажется, проблему тут нужно решать не валвовским методом, когда нужно решать последствия бага, а как-то продумать этот момент заранее. Но как именно с моим количеством наигранных часов и изученных джокеров я точно сказать не могу. Хотя, вероятно, ответ кроется в отчасти решающей эту проблему системе пропуска блайндов. Однако она лишает игрока слишком лакомого куска, который ответственен за баланс. Тем не менее, без карт, которых в этой игре буквально сотни, такой геймплей был бы вовсе невозможен. Карты в этой игре — это завершающая мою основную мысль этого ролика система, которая позволяет мне видеть эту игру с таким объемом, который я порой не могу разглядеть в AAA сегменте. Конечно, не во всем, но в некоторых проектах это уж точно. Каждый джокер в этой игре — это буквально свое правило, по которым будет идти твоя короткая или нет катка, и именно от них нужно отталкиваться в понимании масштабности игры. Дело в том, что в других играх, имеющих карточную систему или основанную на них, карты обычно используются для того, чтобы в рамках имеющихся правил создавать условия, когда игрок будет искать интересные сочетания и выход из достаточно жестких рамок. Но здесь игра отдает возможность настроить, насколько большими будут эти самые рамки в руки игроку. Подобная открытость по отношению к пользователю редко когда встречается даже в инди-играх, но здесь инди-разработчик из Британии осмелился на это ровно потому, что понимал, насколько непропорциональное отношение к игроку может выстроить игра. Чтобы было более понятно, о чем я сейчас говорю, и вам не приходилось представлять какие-то заумные схемы в голове, объясню проще. Игра имеет вас и занимается этим каждый раз, когда вы, анты это к 4 или 5, не сумели собрать свой билд, который позволял бы вам зарабатывать нужное количество очков буквально первые пару рук. И ровно так же, как это делает игра, вы можете иметь уже ее, выстроив такой билд, в рамках которого вы не будете делать ничего, кроме как комфортно заканчивать блайнды в 1-2 руки. После чего каждый раз транжиря бабки в магазине на карты планеты или Таро, чем лично я занимался и не раз, если игра позволяла мне собирать интересный билд, чаще всего завязанный на 2 парах или фулл-хаусе. Важно понимать, что такая система не оставляет тебя безнаказанным за твои глупые поступки или неоправданных джокеров, которые порой могут занимать место более полезных собратьев, если не продать их в нужный момент. И таких условий, благодаря которым с определенной периодичностью вы или игра имеете друг друга, после каждого часа игры, становится в космическом эквиваленте больше, что доказывают буквально целые университеты по Баллатра, где люди умудряются каждый раз обсуждать порой невообразимо сложные или неочевидные тактики, додуматься до которых, не наиграв в эту игру хотя бы одну или другую сотню часов, невозможно. Подобные моменты и рождают истории, которыми игроки потом делятся друг с другом. Не потому что они прошли игру, а потому что однажды совершенно случайно нашли такую комбинацию карт, которую сами разработчики, возможно, даже не рассчитывали увидеть настолько эффективной. В этом и заключается магия Баллатра. Она не заставляет играть по заранее написанному сценарию, а позволяет самому этот сценарий каждый раз создавать заново. При этом я не могу сказать, что Баллатра как часть своего жанра разительно отличается от своих коллег по цеху по своей сути. Она все так же рандомна, как и прочие рогалики. Система карт отчасти, но напоминает другие игры подобного рода, однако система джокеров и в целом привязка к покерным комбинациям создает из игры не столько полноценный роуглайк, хотя и его тоже, сколько смесь рогалика и песочницы. Именно такая, до безобразия интересная система синергии карт, позволяющая вам не только существовать в рамках системы, но и настраивать ее против игры, и создала тот успех, которым Баллатра, как игра, вполне себе может гордиться. Баллатра — это поистине сложная на поздних этапах, но увлекательная игра. И, наверное, именно поэтому ее настолько сложно рекомендовать человеку словами. Можно сколько угодно рассказывать про джокеров, покер, комбинации, проценты и безумные числа. Но все это перестает быть просто набором механик только в тот момент, когда ты сам собираешь свой первый, по-настоящему сломанный билд. Когда понимаешь, что еще час назад еле проходил очередной блайнд, а теперь игра успевает едва считать твои очки. Именно этот путь от полного непонимания до абсолютного доминирования и делает Баллатра одной из самых ярких инди-игр последних лет. Безусловно, рынок, на котором ей предстояло и предстоит удерживать конкуренцию, огромен. Но, как по мне, тот азарт, который предоставляет игроку данная игра, когда ты не способен контролировать, что тебе выпадет в магазине, но если выпадает то, что нужно, позволяет стать богом этой виртуальной игры, для меня сильно выделяет ее на фоне конкурентов,
Я сильно удивлен тому, что после ее выхода у нас не появилось нового тренда на карточные игры с возможностью настройки механик, по которым проходит твоя игра. Кроме того, отчасти я нахожу ее успех в простоте, потому что каждый блайнд, который ты бы не начинал, хоть и заставляет тебя поразмыслить над возможными комбинациями, но в один момент достаточно легко становится играть с определившейся тактикой, от которой вы будете отталкиваться, что делает из каждого раунда азартную, но при этом предсказуемую преграду, из которой чаще всего выход будет. Безусловно, Баллатра не лишена недостатков, связанных с отсутствием выборочной системы получения очков, которая не поощряет экспериментаторскую жилку игрока. Однако в этой же игре ты способен проводить каждый вечер без сильного напряжения, спокойно раскладывая нужную тебе колоду, и радоваться, когда в магазине встречается нужная комбинация карт. И именно за такую свободную для маневра, но отдаленную от сильной, буквально наглухо отбитой сложности на крайних блайндах при правильной игре возможностей, лично мне и думаю другим понравилась эта игра. На этом наша небольшая покерная партия подходит к концу. Надеюсь, что Пувку понравится этот разбор и что он понравился тебе, мой дорогой зритель. И вы попробуете Баллатра сами, поняв, про какой азарт я говорил в этом ролике. Также спешу вам сообщить, что в ближайшее время, а конкретнее месяц, будет небольшое затишье по видосам. А дело все в самом большом ролике на канале, продакшн которого занимает у меня вот уже второй месяц. 4 сентября в 15:00 по московскому времени вас ждет самый масштабный, интересный и обещанный мною ранее разбор. Свои догадки пишите в комментариях, жду вас на премьере. Так или иначе, если вы досмотрели до этого момента, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. В описании можно найти мой телеграм-канал, где я периодически повествую о своей жизни вне роликов, и Donation Alerts, где можно меня поддержать монетой, конечно же, если есть желание и возможность. А ваши имена будут показаны в ролике. И не забывайте, что Баллатра нужно сломать.